Бывало ли у тебя такой, вроде сидишь, болтаешь ни о чем, и вдруг бах, чувствуешь себя прям неуютно. Слова вроде безобидные, а сердце так и сжалось. Странно должно быть чувство, что ты свою нынешнюю жену помнишь еще практически ребенком. Ну какой же, 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина, у нее что было. Или, например, такое, вот ком в горле застрял, и ты понимаешь, что доказать что-либо просто бессмысленно. Все равно никто не услышит. Задать тебе вопрос. Сколько старческих пиздек тебе приходилось отлезать за всю свою карьеру? А возникал ли у тебя когда-нибудь вопрос, кто на самом деле прав, зумер или миллениалы? Дед ногтей насыпал. Ну, в целом, мне вообще без разницы. Знаете, ваша компания сразу меня заинтересовала. Когда ты досмотришь этот ролик до конца, ты узнаешь, почему честность и справедливость могут быть опасными для тебя и твоих близких. Меня зовут Сергей Пощанин, и на этом канале мы препарируем социальные явления и тренды. Перед началом проверьте, подписаны ли вы на канал и поставили ли вы лайк этому видео. Погнали! Совсем недавно в соцсетях взорвался один конфликт. Порсился отрывок со стрима Славы Бустера и певицы Доры. Топ-2 артиста, от которых пахнет потом. Маха Горячева. Дора резко высказалась о другой популярной певице и блогерке Махе Горячевой. Еще такой запах изо рта неприятный. И это было жестко, особенно учитывая, что аудитория Бустера одна из самых крупнейших, если брать вообще весь русскоговорящий интернет. По словам Махи Горячевой, этот случай привел к масштабному буллингу в соцсетях. Я очень прошу отстать от меня. Я очень это прошу. Я без шуток. Без шуток я уже... И мне какая-то на протяжении очень долгого времени. Скандал разлетелся настолько широко, что даже инстасамка и Егорик встали на защиту Махи. Если обобщить, их позиция звучит просто. Говорить такие вещи публично просто недопустимо, особенно при огромной аудитории. И тут возникает резонный вопрос. Как в эпоху повсеместного принятия и новой искренности вообще возможна подобная травля? Почему это все вообще происходит? Как думаете? Сегодня мы с тобой раскроем одну из самых хитрых, коварных манипуляций нашего времени. Речь о явлении, простое упоминание которого моментально возводит говорящего в ранг интеллектуальной элиты. Что миру не хватает новой искренности. Ну, по крайней мере, в его собственных глазах. Ты же наверняка замечал, что все ролики на Ютубе и ТикТоке о новой искренности почему-то начинаются одинаково. Метамодерн, эпоха новой искренности, вдруг сделал уязвимость новой нормой. Мы стойки, которые выросли во времена настоящих неуязвимых героев. Вместо простого человеческого объяснения тебя заваливают кучей сложных терминов, которые невозможно осознать с первого раза или даже просто потоком эмоций. И это сразу выдает. Сами авторы толком ничего не понимают. Термины нужны им только для того, чтобы придать важности. Так вот, друзья мои, мы наконец нормально разберемся, что такое новая искренность. Как она спасла нас от пластмассовой показной жизни из рилсов и сторис, и почему тогда она оказалась жестче, токсичнее и неприятнее посторонней, которая царила до нее. И причем тут вообще конфликт зумеров и миллениалов? Как вообще его можно разрешить и реально ли это вообще сделать? Ситуация краш. Грипп. Гринч. Что такое новая искренность на самом деле? И на десерт я вам расскажу, как я сам совсем недавно стал жертвой травли от одного довольно популярного медийного человека. Чтобы понять историю конфликта, быстро нырнем и вынырнем в историю. Итак, до середины 20 века была эпоха модерна. Люди тогда свято верили в разум, науку и прогресс. Это время революций и громких лозунгов. Потом грянула Вторая мировая война, и она убедительно показала. Прогресс есть, а вот счастье к нему как-то не прилагается. Наступило время глубокого разочарования. Тогда человечество, спасая психику, погрузилось в тотальный скепсис и иронию. Философ Жан Бодрияр назвал этот период эпохой симулякров, то есть копий без оригинального смысла. И как раз апогей этого всего – та самая инстаграмная жизнь. Успешная, отфотошопленная, без скуки, без боли, но не имеющая ничего общего с реальностью. Однако скоро людям это надоело. На смену вечному стёбу пришло новое течение – метамодерн, пытающееся вернуть людям настоящие искренние эмоции.
Метамодерн открыто заявил: «Хватит иронии, даешь чувства». Так родилась концепция новой искренности. Эта идея появилась как противоядие от цинизма позднего 20 века. Если постмодерн всегда прятался за маской сарказма, новая искренность сказала: «Снимай маски», вот ее определение простыми словами. Новая искренность – это направление в культуре, искусстве и философии, которое отказывается от постмодернистской иронии, возвращая в центр внимания искренность и прямоту. Проще говоря, люди снова начали говорить о важных вещах всерьез. Термин возник в 1980-х годах, причем одновременно и у нас, в СССР, например, у поэта Дмитрия Пригова. Вот так же, как и он теперь был школьник, а теперь он слесарь. И в Америке, особенно ярко у писателя Дэвида Фостера Уоллеса. Я думаю, проблема в том, что постмодернизм в значительной степени изжил себя. Они устали от бесконечной игры смыслов и иронического дистанцирования. Метамодерн вообще любит балансировать между противоположностями. Например, наивностью и прагматизмом, иронией и серьезностью. Новая искренность стала его сердцем. Наступило время лиричности после эпохи саркастической антилирики. Я испытываю сейчас новые ощущения. Культурно это проявилось особенно ярко. Стали появляться книги, фильмы и сериалы, где авторы ошеломляюще откровенны с читателем или зрителем. Современные романы наполнены натурализмом и исповедальной интонацией. Авторы пишут честно и без прикрас. Например, подробности личной жизни, вплоть до таких неаппетитных сцен, как вылавливание нечистот из туалета, промежается искренними размышлениями о глубоких душевных переживаниях. Чувства нараспашку без всякого пафоса. То, что раньше считалось слишком личным, сейчас новая художественная норма. Таким образом, новая искренность должна была вернуть нам эмпатию и искренность, утраченные за годы сарказма и цинизма. Это как глоток свежего воздуха после удушливого смога иронии. Однако новая реальность диктует свои правила. Если тебя нет в интернете, значит, тебя вообще не существует. И кто сегодня главные герои интернета? Конечно же, зумеры и миллениалы. Согласно теории струн такта, альтернативных вселенных может быть бесконечное множество. И у тебя может быть в одной вселенной жижа арбузовская, а в другой так же само дынева. Как правильно шутить, как миллениалы? Во-первых, 50% всех шуток должны быть про Гарри Поттера, а то и 70%. Добавляйте отсылку на Гарри Поттера или сериал «Друзья» везде, где только можно. Миллениалы взрослели как раз в эпоху постмодернистского цинизма и симуляций. А вот зумеры стали тем поколением, благодаря которым общество начало всерьез задумываться о чувствах, эмоциях и уязвимости. Именно они первыми сказали: это важно, это нужно, хватит стесняться чувствовать. Почему я вообще заговорил о зумерах и миллениалах? Все очень просто. Сейчас существует настоящий конфликт поколений. Зумеры открыто кринжуют с миллениалов, считая их слишком серьезными и напряженными, и в то же время наивными. А миллениалы же обвиняют зумеров в лени и поверхностности. Но я хочу обратить внимание не на различия, а на сходство этих поколений. Да, люди склонны фиксироваться на негативе. Но посмотрите внимательно. Ранние зумеры уже выросли. Они вышли на работу, обзавелись ипотекой, детьми и вдруг стали серьезнее и грустнее. Первый день на заводе. 1 месяц на заводе. 1 год на заводе. Вдруг оказалось, что далеко не каждую правду можно выпаливать прямо в лицо без последствий. В компании идут сокращения и... Не, а куда там еще сокращать-то? Мы и так уже вовсю, порезаны, урезаны. Взрослая жизнь уравновешивает всех, делая зумеров все более похожими на миллениалов. А теперь уже появилось поколение альфа, которое в глазах и миллениалов, и зумеров выглядит слегка наивным и даже немного глуповатым. То есть поколение альфа быстрее, например, принимает решения. То есть взрослым-то нужно подумать, а мы нет. То есть буквально 2 минуты, все, мы решили. Мы сегодня пойдем, например, в аквапарк или в парк аттракционов, и взрослый будет думать, куда лучше пойти, как лучше по погоде, почему туда, где больше людей, а мы просто быстро сразу в аквапарк. Быстрее ориентируемся. Но здесь возникает новый вопрос, на который пока никто не дал убедительный ответ. Что не так с новой искренностью? Новая искренность в действии оказалась палкой о 2 концах.
Давайте четко рассмотрим, как благие намерения могут обернуться реальными драмами. Сегодня полно ситуаций, когда под флагом честности люди позволяют себе откровенное хамство. Иди умничай. Типичный случай комментарии под видео, где автора критикуют, а потом спокойно добавляет: без обид, я просто говорю правду. Выскажи свое мнение и беги. Толерантность часто просто новое название лицемерия. Вспомните, сколько раз в тех же комментариях вам приходилось видеть оправдание. Прошу никого не обижаться, я просто честно высказываю свое мнение. Казалось бы, человек выразил свои чувства открыто. Как нас и призывают дело. Форма-то какая? Вместо диалога оскорбление, прикрытое словом «прости». Например, парень может заявить подруге: говорю так, как есть. Ты ведешь себя как лентяйка, и ты сама виновата. Если что, это что такое, набрала? Ты на себя видела в зеркале? 2 года назад какая стройная была, ты помнишь? А затем удивится реакция. Новая искренность в таких случаях становится щитом, которым прикрывают банальное хамство. Особенно это заметно в ТикТоке. Там популярные челленджи в духе «Мы слушаем и не осуждаем». Первый месяц отношений я тебе изменила. Мы слушаем, но не осуждаем. Участники прямо в лицо перечисляют друг другу недостатки и секреты ради контента. И в итоге слезы, обиды и разрушенные отношения прямо перед тысячами зрителей. В смысле? Мы слушаем, мы слушаем, но не Нет, сейчас серьезно? Мы слушаем, но не Подожди, мне сейчас видео. Ты сейчас серьезно? Комментаторы спорят до хрипоты. Это токсично или просто шутка? Мы видим целое поколение инфлюенсеров, гордящихся отсутствием фильтров и оправдывающих грубость высокими идеалами честности. Только для жертв этой искренности она почему-то всегда оказывается токсичной. Как думаете, что говорят об этом психологи? Когда человек слышит резкую критику, пусть даже самую-самую искреннюю, благодарностью он точно не отвечает. Наоборот, включается защитный механизм. Известный семейный психолог Джон Готман отмечает, что постоянная критика – один из 4 всадников апокалипсиса для отношений. Она запускает порочный круг ответной агрессии и обид. Проще говоря, чем больше нас критикуют, тем меньше мы готовы слушать. Научные исследования показывают, что слова ранят буквально физически. В одном эксперименте Мичиганского университета людям показывали фотографии бывших партнеров и вспоминая момент отвержения. Мозг реагировал на это так же, как на настоящую физическую боль. Социальное отвержение болит не меньше ожога. Неудивительно, что человек, которому скажут прямо «ты меня бесишь, потому что ты растолстела или растолстел», почувствует не просто обиду, а настоящую боль. Писательница Ким Скотт, автор концепции радикальной прямоты, предупреждает: brutal honesty, или жесткая честность, без заботы о чувствах собеседника превращается в форму агрессии. Она называет это вредоносной прямотой. Да, в краткосрочной перспективе можно добиться цели криком или грубой правдой, но в итоге вокруг останутся только обиженные и настороженные люди. Честность без эмпатии порождает недоверие. Кстати, наверняка многие из вас замечали, что под чужими постами в интернете проще ляпнуть колкость. Ведь живой реакции не видно. У нее зубы как будто жевать торчат. И совесть вроде даже и мучить не будет. Но психологический эффект от этого не меньше. Получатель, бьющий наотмашь правды, переживает эмоциональный шок, злость и даже чувствует унижение. А отправитель часто самоутверждается за чужой счет. Пусть и бессознательно. Получается, нефильтрованная искренность чаще сеет вражду, чем понимание. Теория – это одно, а практика уже вовсю показывает разрушительную силу абсолютной честности. Интернет полон реальных историй о том, как такая прямота развалила рабочие отношения, дружбу или даже любовь. Вот вам один известный случай на Reddit. Парень просто решил использовать радикальную честность и открыто заявил девушке, что ей не устраивает ее фигура. Результат закономерный. Девушка тут же его бросила. Парень хотел искренне, как лучше, но потерял отношения. Или другой пример. Начальник компании объявил политику открытости в рабочих совещаниях. Говорите друг другу всю правду прямо в лицо. Итог. Сотрудники просто разругались, и половина команды уволилась, а босс получил репутацию тирана. Казалось бы, хотели как лучше. Но открытость без такта превратилась в корпоративную войну. Это не голословный пример. Один из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associations или бренд одежды Everlane тому свидетели. Не буду заострять на них внимание, все-таки корпоративные отношения – это не тема этого ролика. Парадоксально, но факт. Абсолютная честность иногда закрывает отношения навсегда. Люди ранят близких, прикрываясь красивыми словами про искренность. Так появился термин «токсичная честность». Конечно же, бывают ситуации, где прямой разговор спасает отношения. Но мы сейчас говорим именно о тех, где лозунг «я
Просто всегда говорю правду. Стал причиной драмы. Таких историй вокруг полно, когда человек использует честность не для того, чтобы наладить общение, а чтобы показать свое превосходство. Чтобы окружающие увидели, что он не такой, как все. От тотальной искренности до хамства один шаг. Такую честность нужно регулировать и не применять там, где начинается боль другого человека. Раз я пока совсем маленький блогер, то спонсором этого видео буду сам. Точнее, моя страничка на Бусти. Еще точнее, вы и есть мои спонсоры. Ваша поддержка на Бусти просто необходимая вещь. Вот с прошлого ролика уже 10 человек подписалось. Еще чуть-чуть и смогу себе чат GPT оплатить. Даже лишние 150 рублей показывают, что я не зря веду свою деятельность. Если вам нравится то, что я делаю, загляните в мою страничку на Бусти, там уже полно моих научпоп-роликов, всяких аудиокнижек, и там мы сможем с вами, если что, пообщаться даже лично. Ну и вообще, отправив донат или подписавшись на Бусти, вы становитесь спонсором следующего выпуска буквально. Ссылка, как всегда, в описании. Ну, а если нет возможности, то окей. Просто лайк, комментарий тоже помогают, они продвигают видео. Спасибо каждому из вас, кто сейчас со мной. Самое время задаться простым вопросом. А почему так вышло? Как случилось, что философия, призывающая к открытости и эмпатии, на практике привела к обратному результату? Вот тут и скрывается главный парадокс новой искренности. С одной стороны, нам предлагают прислушиваться к чувствам, быть честными и открытыми. Ты пытаешься показать себя, показать, что у тебя в голове, что у тебя в сердце. Казалось бы, замечательно. Но на деле большинство людей почему-то прислушиваются исключительно к самим себе. Это принять себя. Быть честным с собой. Услышать себя. Принять и полюбить себя. Получается односторонняя искренность. Я вывалил на тебя все свои переживания, а ты уж как-нибудь там сам. Разберись. Вроде эмпатия, а на деле эгоизм в чистом виде. Еще один парадокс. Искренность вдруг стала оружием манипуляций. В цифровой культуре открытость и уязвимость превратились в способ воздействия на других. Отличный пример случился во время пандемии. Привет, с вами Вилсаком. У меня коронавирус. Сказал, что у меня коронавирусная инфекция. Коронавирус! Мы переболели коронавирус. Заболел коронавирус. Многие бренды и блогеры начали буквально кричать своей аудитории. «Если вы не поддержите нас прямо сейчас, мы погибнем!» Звучит вроде бы искренне и даже по-человечески. Но и эксперты быстро заметили, что такая ультимативная искренность стала буквально темным паттерном у маркетологов. Такие послания давили на жалость и вызывали скорее раздражение, чем сочувствие. Пиарщики сравнивали подобный подход с эмоциональным шантажом. По типу «если ты меня бросишь, я что-нибудь с собой сделаю». Такие угрозы никогда не вызывают ничего, кроме злости. И в отношениях, и в публичной коммуникации новая искренность слишком легко скатывается к эмоциональному давлению. Так бывает. Вместо честного диалога на равных получается манипулятивная игра чувствами. Кроме того, в интернете можно наблюдать обесценивание под лозунгом прямоты. Искренность декларирует ценность каждого, уникальность эмоций, но стоит кому-то высказать чувство, как другой искренне его высмеивает, назовем так, или просто злит. Эмпатия декларируется, но не практикуется. В итоге новый этический идеал быть настоящим обернулся тем, что настоящими называют себя даже тролли и хейтеры. Ведь они тоже говорят то, что думают. Тонкая грань между честностью и тактичностью стерлась. Идите отсюда. Больные дети должны говорить, они пугают наших детей. У меня ребенок сейчас испугался. Я сказал, хватит меня снимать. Теперь новая искренность дает право говорить все, что вздумается, но при этом не объясняет, как не ранить других. Вспоминайте ситуацию с Махой Горячевой и Дорой. Да, в конечном итоге Дора извинилась, но волна хейта никуда не делась. Маха жалуется, что под каждым ее постом или видео одни мерзкие комментарии. Девушка вообще хочет уйти из соцсетей, потому что терпеть это просто невыносимо. Я не зря рассказываю вам этот случай. У меня у самого недавно произошла подобная ситуация. Один довольно популярный медийный человек выкатил на свою довольно большую аудиторию в ТГ пост, в котором он, по сути, обвинил меня в плагиате. А потом просто добавил, что он за новую искренность и не видит в этом ничего такого. Кстати, подписывайтесь и на мой ТГ. Аргументировал свою позицию этот человек тем, что описание канала и название роликов у нас похожи. Описание канала, название и описание роликов, которые я делаю с помощью чата GPT. Просто давай ему запрос, найди ключевые слова по этой теме и сформулируй мне название, описание и там что угодно. Наверное, это значит, что ты тоже чатом GPT пользуешься? А, нет.
Я просто краду твою идентичность. Ну и понеслась, чего только я не услышал свой адрес от ярых защитников этого медийного лица. От клона и клоуна до хотя я даже не нападал на него. Представьте, вы, например, во что-то душу вкладываете, а вам тут прибегает толпа, которая пожелает вам смерти и заодно обесценит весь ваш труд. Не спрашивайте, что это за медийное лицо, я думаю, вы глубоко разочаруетесь в людях, если узнаете. Могу сказать, что этот человек сам снимал видео про травлю и неплохо так разжился на нем аудиторией. Видео он недавно набрало 1 миллион просмотров. Да это и для меня небезопасно, потому что если только от аудитории в ТГ я так получил, то если эта медийная личность развернет компанию на Ютубе, где есть еще более широкая аудитория, то меня просто снесут. Будем с Махой Горячевой вместе уходить из соцсетей. Чтобы вы понимали вообще, насколько важны на Ютубе эти вот заголовки и какие-то вот визуальные хуки. Вот, парень полностью скопировал мое название и выпустил ролик позже. И на момент съемки мой ролик набрал 91 тысячу просмотров, а его 1,1 тысячу. Вот насколько важно содержание и оригинальность ролика. Пожалуйста, ничего не пишите этому чуваку, он красавчик, просто пользуется инструментами продвижения на Ютубе, это вполне нормально. Если вам кто-то будет предъявлять за украденный заголовок, описание, визуальный хук или даже тему, лучше вообще просто не вступайте в спор, это просто бесполезно, ничего не докажете. И еще один момент, я вот все-таки пойду на поводу хейтеров и расскажу вам о ситуации со своей искренностью. Да, я действительно почти в каждом своем ролике рассказываю вам свои личные истории. И пусть меня обвиняют, что я ною и манипулирую, но, ребят, вы же сами все видите. Мои личные истории не являются основой контента, это просто моя попытка подружиться с вами. Я просто показываю, что я честный, безопасный и открытый. Пожалуйста, будьте и вы со мной такими же. И даже в этой ситуации с травлей спасибо большое всем, кто меня защищал. Я не ожидал, что у меня такие крутые, отчаянные девчата и ребята в подписчиках. Мы прям как семья. Но какие бы ни были нападки, я отказываюсь играть роль жертвы. Просто ситуация на самом деле мерзкая и вызывает возмущение. Ну а теперь вернемся к новой искренности. У нас получается важный поворотный момент. Мы осознаем, что проблема не в самой искренности как в ценности, а в том, как люди ей пользуются. Без дополнительных этических ограничений искренность легко становится оправданием любой эмоциональной выходки. На словах получается про чуткость, а на деле новая форма агрессии. Чтобы еще ярче понять масштабы явления, взглянем на пару контрастных примеров прямо из нашей интернет-культуры. Сначала TikTok тренды. На первый взгляд, там царит новая искренность во всей ее красоте. Например, стремительно набирает популярностью видеоисповеди. Люди открыто, без фильтров рассказывают о своих страхах, депрессиях, провалах и одиночестве. Такие ролики набирают миллионы просмотров. В комментариях люди делятся похожими историями, пишут слова поддержки и искренне сочувствуют друг другу. Вот подросток рассказывает, как ему было одиноко, а вот молодая мама признается в глубоком эмоциональном выгорании. Комментарии полны слез, тепла и доброты. Казалось бы, идеальная новая искренность, сближающая людей, вызывающая настоящую эмпатию. Однако же тут же рядом расцвело совершенно другое явление. Его называют sad phishing. Этот термин я чаще встречал в англоязычном интернете. Суть явления проста и цинична. Автор специально преувеличивает или даже инсценирует свои страдания и трагедии, чтобы привлечь внимание и сочувствие аудитории. Иначе говоря, это игра на чувствах и эмоциях других людей. Представьте себе ситуацию. Тиктокер выкладывает душераздирающее видео, где навзрыд рыдает и рассказывает о невыносимой трагедии в его жизни. Миллионы просмотров, тысячи слов поддержки, слезы подписчиков, а через пару дней выясняется, что это не трагедия была. Это была рекламная кампания или пранк. Карина Акерлян обманула своих подписчиков. В своем инстаграме она поделилась ужасной новостью про то, что она упала во время съемок, вывихнула шею, сломала ногти и сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Но тут многие популярные блогеры заподозрили неладное. Ведь фотопалат – это палата, которая используется для съемок разных проектов, совсем не больница. Карине стало стыдно, и в последнем эфире она призналась, что это действительно была постановочная съемка, и больше ни на что по поводу этого она отвечать не хочет. Зрители остаются обманутыми. Чувства опустошения и обиды накрывают их с головой.
Искренность оказалась лишь инструментом манипуляции. Напишите в комментариях, сколько таких случаев лично вы видели. Таким образом, мы видим, что искренность может быть и разрушительной, и созидательной. Все зависит от того, как именно ее применяют. Очевидно, что далеко не любая откровенность идет на пользу. Если искренность агрессивная, атакующая или направленная только на хайп и просмотры, то от нее нет никакого толка. И напротив, искренность, основанная на личной уязвимости и рассказе о себе, часто действительно сближает и исцеляет. Интересный эксперимент проводили в одном из YouTube-шоу. Двум незнакомым людям дали по очереди честно рассказывать друг другу о самых болезненных событиях своей жизни. Формат исповеди, но без взаимных обвинений. Каждый говорит о себе. В конце эксперимента эти люди, ранее чужие, обнимаются со слезами на глазах и становятся друзьями. Здесь честность сработала, потому что не была инструментом нападения. Ну, как думаете, что за проблему иллюстрирует эта история? Дело не в самой открытости эмоций, а в том, как именно люди ее используют. Искренность во благо – это когда делишься своей правдой и уязвимостью, не атакуя другого. А искренность во вред – это когда ты навязываешь свою правду и пользуешься чужими эмоциями или пытаешься давить на другого человека. И интернет полон того и другого. Мы каждый день видим светлые исповеди, вызывающие теплый отклик, и жестких правдорубов, вызывающих лишь злость и раздражение. Итак, может ли вообще работать идея новой искренности в реальной жизни? Ну что, если у каждого человека своя граница допустимой откровенности? Правда ведь в том, что у всех нас абсолютно разные ценности, опыт и болевые точки. То, что одному покажется спасательной честностью, другого может глубоко ранить. Можно ли реально построить общество на принципе «говори, что чувствуешь», если это значит постоянно рисковать задеть чужие чувства и боль? Судя по всему, в своем нынешнем виде ничем не ограниченная искренность не жизнеспособна как универсальный подход. Без дополнительных правил и рамок она хаотична и субъективна. Это, по сути дела, утопия. Представление о том, что стоит только каждому человеку выпалить свою правду, как все вдруг начнут понимать друг друга. Но реальность намного сложнее. На каждую правду найдется своя противоположная правда. Если нет инструмента, чтобы примирить эти правды, получается не диалог, а столкновение. Ну, как думаете, есть ли альтернатива? Возможно, вместо слепой и радикальной честности нам нужна гуманная и заботливая искренность. Некоторые психологи и эксперты по коммуникации уже давно предлагают решения, которые могли бы защитить нас от токсичной открытости. Например, психолог Маршал Розенберг разработал метод ненасильственного общения. Цель этого подхода – говорить одновременно честно и бережно. Суть этого метода проста и гениальна. Выражать свои чувства и потребности не в форме нападения или обвинения, а через личные переживания и просьбы. В его концепции есть 4 четких шага. Сначала описать ситуацию без оценок и нападок, затем обозначить свои чувства по этому поводу, дальше озвучить свою потребность, стоящую за этими чувствами, и, наконец, высказать конкретную просьбу, избегая требований. Такой подход сохраняет честность. Ты говоришь то, что чувствуешь, но устраняешь яд обвинений. Вот простой пример. Вместо грубого «ты меня бесишь своим бардаком, немедленно уберись», можно сказать по-другому. Когда дома беспорядок, я чувствую тревогу и раздражение. Мне важно ощущение чистоты и порядка. Можешь ли ты помочь поддерживать это? Смысл абсолютно тот же самый. Человеку некомфортно из-за бардака. Но здесь нет прямой агрессии или обесценивания личности партнера. Конечно, ненасильственное общение не панацея и в обычной жизни может звучать чуть суховато и искусственно. Но почему бы нам не использовать хотя бы некоторые его элементы? Альтернатива токсичной искренности – это эмпатичная искренность. Что это значит? Это когда ты не только сам честен, но и открыт к честности других. Когда ты ценишь не только собственную правду, но и готов услышать правду в ответ. Иногда стоит остановиться и спросить себя: «Хорошо, сейчас я выскажу все, что думаю, но готов ли я услышать в ответ такую же жесткую правду обо мне самом?» Если не готов, может лучше не начинать конфликт под видом открытости. Есть еще один путь – договориться о конкретных границах. Особенно это важно в близких отношениях. Люди могут обсудить и честно обозначить, до какой степени прямоты и открытости им комфортно. Один партнер может сказать: «Мне важно, чтобы ты открыто говорил обо всех моих ошибках». А второй ответит: «Хорошо, но, пожалуйста, будь осторожнее, если речь зайдет о моей внешности или семье». Это тоже форма честности.
честности. Честность в установлении правил игры. Без такого предварительного разговора люди часто действуют наугад и ранят друг друга совершенно невольно. Итак, что же получается? Новая искренность может работать, но только если подкрепить ее новыми навыками коммуникации. Простая откровенность должна обязательно сочетаться с уважением, способностью слушать и стремлением понять другого. Иначе это уже не диалог, а разговор двух глухих, где каждый кричит свою правду в пустоту. Так в чем же альтернатива абсолютной искренности, как думаете? Может быть, в разумной доле такта и доброты? Есть старое доброе правило. Правду говорить легко и приятно, если она добра. Иногда промолчать или смягчить формулировку не лицемерие, а уважение к чужим чувствам. Можно критиковать поведение, не переходя на личность. Ведь можно честно сказать человеку, что он не прав, не называя его тупым. Правда ведь? Зачем нам вообще нужна новая искренность? Искренность – безусловно ценность. Без нее любые отношения будут пустыми и фальшивыми. Но давайте не путать искренность со вседозволенностью. Я прямо сейчас предвижу волну душных комментариев, которые обвиняют меня в духоте от тех самых нетакусь, которые очень хотят самоутвердиться с помощью красивого словосочетания с философским флером. Однако давайте будем честными до конца. Настоящая искренность требует ответственности. Искренность не работает без принятия и уважения не только к чувствам окружающих, но и к своим собственным. Конечно, проще огрызнуться или уйти в себя, когда тебя задевают, чем быть открытым. Требуется смелость, чтобы принять себя безусловно. С уважением дать место своим особенностям характера. Если тебе удается не терять голову в кризисных ситуациях, поздравляю. Это и есть зрелость. А иногда самая мудрая форма искренности – это промолчать в пылу эмоций. Сдержать слова, а затем спокойно, уже без злости, раздражения донести свои мысли до другого человека. Сформулировать свою правду так, чтобы она не стала унижением или оскорблением. И уж тем более не выплескивать накопившуюся токсичность на тысячи или даже сотни тысяч своих подписчиков, чтобы они затравили объект вашей насмешки. Пожалуй, самая главная и важная искренность – это честность перед самим собой. Спросить себя напрямую и ответить честно, зачем я сейчас собираюсь выпалить эту резкую обжигающую правду. Хочу ли я действительно помочь или просто выпустить пар? Я стремлюсь разобраться в проблеме или просто ударить побольнее в ответ. Когда ты честен с собой и понимаешь свои истинные мотивы, слова выбираются совсем иначе. Новая искренность уже стала важной частью нашей культуры, и это здорово. Мы действительно стали открыто говорить о чувствах и ментальном здоровье. О праве быть собой, не скрывая свои переживания за маской иронии и сарказма. Но вместе с этим мы увидели обратную сторону. Мы увидели, как легко даже самые благородные идеи могут искажаться и превращаться в оружие. Возможно, впереди нас ждет следующий шаг. Какая-то новая эмпатичность или новые этические нормы, которые научат нас дополнять честность заботой друг о друге. Или умением слушать и понимать, а не только говорить. Искренность без эмпатии может ранить, а с эмпатией исцелить. Как вы думаете? Как вы считаете, можно ли быть абсолютно искренним и при этом не превратиться в неприятного человека? Где для вас проходят границы между честностью и токсичностью? Может, у вас в жизни были такие ситуации, когда правда разрушала отношения? Или наоборот, спасала их? Напишите обязательно в комментариях свои истории и мысли. Мне очень интересно почитать о вашем опыте. Ведь только обсуждая открыто такие сложные вещи, мы и сможем найти настоящий баланс между правдой и добротой. Это была моя искренняя позиция о новой искренности. И помните главное, настоящая искренность ценна лишь тогда, когда от нее хорошо не только говорящему, но и тому, кто ее слушает. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и Бусти, ну и смотрите другие мои ролики.